Норны уже сплели твой финал. Час твоей смерти высечен на камне, и ты не сдвинешь его ни на секунду. Страшно? А теперь осознай, если все предрешено, тебе больше нечего бояться. Сегодня я покажу технику викингов, которая превращает страх смерти в абсолютную свободу. Через 60 минут у тебя будет стальной алгоритм, как жить без тревоги в 2026 году. Но сначала история о богах, которые знали свой конец и пошли на него с улыбкой. Задумайся об этой ледяной, беспощадной и ослепительной свободе, которая открывается только за порогом тотального, безоговорочного фатализма. Мы привыкли считать, что покой — это отсутствие внешних угроз. Это уютная, теплая и безопасная гавань, надежно защищенная от мировых штормов бетонными волнорезами цивилизации. Мы верим, что тишина — это уверенность в завтрашнем дне, подкрепленная страховками, банковскими гарантиями и стабильными социальными графиками. Но антропология Севера, рожденная среди фьордов и вечных льдов, предлагает нам нечто совершенно иное, пугающее и одновременно прекрасное в своей беспощадной честности. Покой викинга — это не покой штиля, это покой гранитной скалы, о которую с яростью разбиваются волны неизбежности. Мы завершаем нашу первую неделю глубокого исследования древних цивилизаций в соленых и холодных брызгах северных морей, там, где само небо кажется навечно выкованным из тяжелой, потемневшей стали, а жизнь человека — лишь краткой, случайной искрой между двумя великими зимами. Сегодня наш путь лежит к самым истокам германского фатализма, к психологии людей, которые единственные во всей мировой истории создали религию, где даже их могущественные и мудрые боги смертны. Викинги не просто верили в конец света, они жили в его предчувствии каждую секунду, каждым своим осознанным вздохом. И именно это делало их самыми живыми, самыми яростными. И, как ни странно, самыми тихими творцами своей судьбы. В эпоху Кали-юги, когда мы парализованы липким, удушающим страхом перед неопределенностью 2026 года, мудрость викингов звучит как сокрушительный удар боевого топора по ржавым цепям нашей повседневной тревоги. Если все уже предрешено, если нити твоей жизни уже сплетены норнами у корней мирового древа Игдрасиль, то какой смысл тратить драгоценное время на сомнения, на метания и жалкие попытки переторговать неизбежное? Вглядись в тот суровый, беспощадный ландшафт, который сформировал этот стальной дух. Север — это пространство, где природа не просто сурова. Она абсолютно безразлична к человеческому существованию. Огромные вековые ледники, бездонные темные воды фьордов, бесконечные полярные ночи и пронзивающий до самых костей ледяной ветер. В такой среде невозможно выжить, если ты надеешься на милость случая, на снисхождение небес или удачное стечение обстоятельств. Антропология викингов — это антропология тотальной, беспредельной ответственности, в условиях полной, абсолютной предопределенности. Они называли судьбу словом «урт», но для них это не было пассивным смирением раба или фатализмом жертвы, опускающей руки. Это было активное, героическое и сознательное соучастие в великой космической драме. Твоя смерть уже написана в невидимой книге судеб. Ее точный час зафиксирован в тот самый момент, когда ты издал свой первый крик при рождении. Ты не можешь ее отсрочить. Ты не можешь от нее убежать в дальние страны. Ты не можешь ее обмануть никакими хитростями. И именно в этом беспощадном, трезвом осознании конечности рождается абсолютная кристальная тишина. Посмотри на современного человека. Он тратит 90% своей психической энергии на безнадежную, выматывающую попытку избежать неизбежного. Мы панически боимся старения, боимся болезней. Боимся малейшего краха своих временных планов. Мы постоянно, мелочно торгуемся с судьбой за лишний час комфорта или безопасности.
Викинг же не торговался. Он принимал финал как математическую данность, как восход солнца или сезонный прилив. И когда страх перед концом окончательно исчезает, высвобождается невероятная первобытная мощь для того, чтобы действовать в настоящем мгновении. Если ты уже мертв в плане предначертанности, если твой финал уже утвержден высшими силами, то ты наконец-то можешь начать жить по-настоящему. Не оглядываясь на тени, это и есть высшая точка нашей архитектуры покоя. Фундамент, который невозможно разрушить, потому что он уже заранее включает в себя идею полного разрушения материи. Мифология Севера — это уникальный, единственный в мире эпос, где финальная битва, Рагнарёк, заканчивается не триумфом добра над злом, а гибелью богов и самого мироздания. Один, Тор, Тюр — все они точно знают, что погибнут в пасти волка Фенрира или от ядовитого дыхания мирового змея Ермунганда. Но заметь, как они встречают этот финал. Они не впадают в депрессию. Они не ищут спасения в молитвах о пощаде. Они не строят герметичные бункеры. Они готовятся к этой битве с холодным, звенящим достоинством великих мастеров своего дела. Это антропология героического пессимизма, которая в 2026 году актуальна как никогда. Мы все интуитивно чувствуем ледяное дыхание нашего собственного Рагнарёка – экологического, социального, технологического или личного. Нас долго учили в эпоху прогресса, что все будет хорошо. И когда суровая реальность бьет нас в лицо, мы ломаемся, как сухие ветки под снегом. Викинг же никогда не верил, что все будет хорошо. Он знал, что в конце пути неизбежная тьма и вечный холод Гимли. Но именно на фоне этой абсолютной, беспроглядной тьмы любой акт человеческой воли обретает свой истинный, вечный и сакральный смысл. Любая честная дружба, любое проявленное мужество или созданная руками красота — это тишина перед лицом бездны. Твоя тревога — это лишь следствие твоей детской, инфантильной иллюзии, что жизнь можно поставить на паузу, переиграть или отменить в случае неудачи. Северная мудрость говорит тебе прямо в лицо. Пьеса уже написана великими мастерами судьбы. Твоя единственная задача — сыграть свою роль безупречно. Даже если декорации сцены уже охвачены пламенем Рагнарёка. Когда ты принимаешь конец света как неотъемлемую часть структуры мироздания, твоя повседневная суета превращается в пыль. Ты становишься монолитом, который невозможно запугать переменами, потому что ты всегда, изначально, был готов к самому худшему сценарию развития событий. Рассмотрим концепцию древа Игдрасиль, колоссальной оси мира, которая прошивает все 9 измерений бытия. В антропологии Севера это дерево постоянно гложут змеи у корней и олени в кроне. Оно постоянно находится под угрозой гибели. Оно истекает соком, оно страдает, но оно стоит. Это идеальный, безупречный символ нашего сознания в условиях хаоса Кали-юги. Твой внутренний мир постоянно подвергается яростным атакам внешних обстоятельств и темных внутренних демонов – страха, жадности, уныния. Твоя тишина – это не отсутствие этих атак. Это твоя способность продолжать быть этим древом, продолжать удерживать свою вертикаль, несмотря на то, что твои корни грызут каждую секунду. Викинги были мастерами того, что можно назвать вертикальным присутствием. Их дракары – изящные корабли, которые были для них одновременно домом, передвижной крепостью и будущей гробницей. Рассекали свинцовые волны океанского хаоса, только благодаря безупречному стальному ритму весел. Один гребец, один ритм, одна общая цель. Это метафора твоего внимания. Если твое внимание раздроблено на 1000 уведомлений и страхов, твой корабль неизбежно поглотит пучина. Но если ты нашел свой внутренний ритм, если ты принял фатализм как высшую форму ясности и освобождения, ты можешь пройти сквозь любой шторм с едва заметной, спокойной улыбкой на губах. Это состояние берсерка, но не в плане слепой животной ярости,
а в плане абсолютной, тотальной включенности в текущий момент. Берсерк — это тот, кто окончательно вышел за пределы парализующего страха смерти. И именно поэтому он стал неуязвим для вражеской стали и для стрел судьбы. Мы исследуем в этом цикле, как перенести это состояние в твой офис, в твою семью, в твою повседневную борьбу за смысл жизни. Тишина — это когда внутри тебя больше нет того, кто боится боли или проигрыша, потому что ты уже принял их как неизбежную, почетную и необходимую часть своего великого пути. Вглядись в образ Одина, бога-странника, который добровольно отдал свой глаз за один лишь глоток из источника мудрости Мимира и провисел 9 дней и ночей на дереве, пронзенный собственным копьем Гунгнир, чтобы обрести руны, тайные знаки самой реальности. Это антропология осознанной добровольной жертвы ради знания и истины. В Кали-югу мы хотим получить все бесплатно, мгновенно, без малейших усилий, и тем более без дискомфорта. Мы хотим тишины, как успокоительной таблетки, купленной в аптеке. Но Северный путь говорит жестко и прямо. Тишина покупается только ценой твоего раздутого капризного эго. Ты должен повесить себя на дереве своих старых, ограничивающих и лживых убеждений. Ты должен пожертвовать своим внешним зрением, которое видит только проблемы и препятствия, чтобы, наконец, обрести внутреннее видение подлинных смыслов бытия. Руны — это не просто древний алфавит для переписки. Это геометрические коды космического порядка и воли. Когда ты осознанно наносишь руну на камень своей жизни, ты заявляешь хаосу: «Здесь властвую я. Здесь мною установлена структура и закон». Мы будем учиться наносить эти невидимые, но мощные знаки на серое полотно своего обычного дня. Каждый твой поступок, совершенный вопреки парализующему страху, каждая твоя честная, прямая мысль — это твоя личная руна победы над небытием. И в этом священном акте творения порядка из хаоса рождается такой глубокий, такой массивный и нерушимый покой, который не сравнится ни с какими искусственными медитативными техниками. Это покой воина, который доверяет своей стали, своей руке и своей судьбе, потому что они для него одно неразрывное целое. Викинги оставили нам величайший урок антропологии — послевкусие жизни. После них остались не только легенды о кровавых битвах, но и великолепная, сложнейшая поэзия скальдов, филигранное прикладное искусство, резьба по дереву и кодексы чести, ставшие фундаментом европейского сознания и рыцарства. Они знали твердо: человек исчезнет, как дым над костром в морозную ночь, но добрая память о его делах и его достоинстве останется в вечности. Это напрямую перекликается с нашей центральной темой архитектуры покоя. Твоя тишина сегодня — это то, что позволит тебе завтра совершить нечто по-настоящему значимое и вечное. Ты не можешь созидать великое, если твои руки дрожат от тревоги и неуверенности. Ты должен воспитать в себе северного человека внутри собственного сознания. Прими свою конечность, прими свой рагнарёк, прими свои нити норм, которые уже сотканы. И когда ты сделаешь этот решительный, окончательный шаг в бездну принятия, ты с удивлением обнаружишь, что бездна не поглотила тебя, а стала твоей самой надежной, самой твердой опорой. Ты — викинг своего собственного сознания. Твой драккар уже готов к отплытию в неизведанные моря. И на его парусе, невидимой кровью и волей, начертано: «Ничего не бойся, ибо все самое важное уже свершилось». Это финальный, стальной аккорд нашей архитектуры покоя. Шпиль, который не боится ни ветра, ни самого времени, ни разрушения. С этого мгновения твоя тишина становится нерушимой, потому что она прошла закалку в ледяной воде северного фатализма. Мы готовы к великому плаванию в открытый океан духа, где волны хаоса — лишь ритм для нашего движения вперед. В этом первом блоке нашего северного путешествия мы лишь коснулись холодной чешуйчатой кожи мирового змея Йормунганда.
Но мы уже отчетливо чувствуем, как кардинально меняется наш внутренний климат. Тревога 2026 года кажется мелкой, ничтожной, суетливой и смешной перед лицом вечного льда и ясного, кристального понимания своей единственной судьбы. Мы идем дальше, в самую глубокую суть северного сознания, чтобы узнать, как именно викинги тренировали свой ум для этого запредельного спокойствия в разгаре битвы, и какие практические руны мы можем использовать прямо сейчас, в это мгновение, чтобы не утонуть в океане неопределенности. Твой внутренний Один уже начал свой мучительный, но славный танец на мировом древе познания. Слушай внимательно шепот рун, Ос. Твоя Вальхалла уже здесь. В этой самой секунде, в этой тишине, которую не может поколебать даже окончательный конец этого бренного мира. Мы только начали наш путь к вечному фьорду, и ритм наших весел уже идеально совпадает с биением самого сердца Вселенной. Ты чувствуешь, как лед превращается в опору. Это и есть начало твоего истинного триумфа. Мы переходим ко второму витку нашего северного погружения, в самую гущу переплетений древа Игдрасиль, где рождается концепция Урд, великой судьбы, которая в антропологии викингов является не бременем, а высшим даром ясности. Чтобы понять, как фатализм становится фундаментом покоя, мы должны разобрать механику работы Норн, трех божественных сестер, которые сидят у источника судьбы и непрерывно ткут полотно реальности. Урд – прошлое, Верданди – настоящее, Скульт – будущее. Они не просто наблюдают за нами, они вплетают каждое наше действие в единый, неразрывный узор. Для современного человека 2026 года, привыкшего к иллюзии безграничного выбора и self-made успеха, эта мысль кажется невыносимой, почти рабской. Нас учили, что мы – хозяева своей судьбы, и именно эта ложь порождает нашу колоссальную тревогу. Ведь если ты хозяин, то каждая неудача – это твой личный позор, а каждый неверный шаг – катастрофа. Викинг же смотрел на мир иначе. Он знал – нить уже в станке. И это знание даровало ему то, что мы называем психологической неуязвимостью. Если твоя смерть предрешена в определенный час, то ни один меч не коснется тебя до этого момента. А если этот час настал, никакая броня тебя не спасет. Так зачем же дрожать? В этом фатализме скрыта величайшая технология освобождения воли. Ты больше не тратишь энергию на страх перед возможным. Ты концентрируешься на качестве своего присутствия в неизбежном. Тишина викинга — это тишина человека, который снял с себя груз ответственности за результат и оставил себе только ответственность за безупречность действия. Вглядись в структуру руны Хагалас, руны града и разрушения. В антропологии Севера это символ неуправляемых сил, которые вторгаются в твою жизнь и рушат твои планы. Но викинг не проклинал град. Он знал, что град — это замерзшая вода, которая рано или поздно растает и напитает землю. Это урок трансформации кризиса в ресурс. Твоя тревога в Кали-югу вызвана тем, что ты воспринимаешь хаос как ошибку, как нечто, чего не должно быть. Ты борешься с Хагалазом голыми руками и ранишься об его острые углы. Фатализм же учит тебя встраивать этот хаос в свою архитектуру. Ты принимаешь разрушение как часть цикла созидания. Когда ты осознаешь, что норны вплетают в твой узор, и черные нити потерь, и серые нити рутины, ты перестаешь сопротивляться течению жизни. Это не пассивность, это активное следование. Ты становишься как драккар. Ты не можешь остановить шторм, но ты можешь так поставить паруса и так направить руль, что шторм сам понесет тебя к цели. Твоя тишина — это резонанс с неизбежностью. Ты больше не споришь с богами о том, какой должна быть твоя жизнь. Ты просто делаешь ее великой, в тех рамках, которые тебе даны. И в этих рамках ты обретаешь абсолютную, суверенную власть. Особое внимание стоит уделить антропологии слова и имени на Севере.
Викинги верили: гибнет скот, гибнут родные, и сам ты тоже умрешь. Но знаю одно, что вечно живет — слава о добрых делах. В мире, где все предопределено, единственное, что принадлежит тебе лично, это твоя репутация и твой стиль проживания судьбы. Это ключ к архитектуре покоя для 2026 года. Мы все умрем. Наши гаджеты превратятся в мусор, наши дома — в руины. Но то, как ты встретил свой кризис, как ты поддержал друга, как ты сохранил достоинство в момент краха, это и есть твой истинный капитал, который уходит в вечность. Викинг строил свой внутренний курган при жизни. Он знал, что финал ясен, и поэтому фокусировался на эстетике своего пути. Это эстетический фатализм. Когда ты понимаешь, что итог предрешен, ты начинаешь ценить красоту жеста. Тишина — это когда ты перестал суетиться ради выживания и начал действовать ради чести. Это дает тебе такую дистанцию по отношению к повседневным проблемам, что они перестают тебя ранить. Ты смотришь на свою жизнь как скальд. Певец, который сочиняет сагу прямо сейчас. А в хорошей саге должны быть и шторма, и битвы, и великие потери. Принимая их как часть сюжета, лишаешь их власти над своим спокойствием. Рассмотрим концепцию Вирда, личной судьбы, которая тесно переплетена с судьбой рода. В антропологии Севера ты не отдельный атом, ты звено в бесконечной цепи предков и потомков. Это дает колоссальное чувство опоры. Твоя тревога сегодня — это часто чувство сиротства, ощущение, что ты один против всего мира. Викинг же чувствовал за своей спиной легионы тех, кто прошел через лед и огонь до него. Он знал, что их кровь течет в его жилах, и их мудрость живет в его инстинктах. Поклонение предкам — это не суеверие, это технология подключения к коллективному ресурсу устойчивости. Когда ты осознаешь себя частью древа, ты понимаешь, что твои личные бури — это лишь шум в листьях. Корни глубоки, и они выдержат. Мы будем учиться восстанавливать эту связь, находя в своей генетической и культурной памяти те руны силы, которые помогали нашему роду выживать тысячи лет. Тишина — это голос предков, который звучит внутри тебя, когда затихает крик твоего маленького, испуганного эго. Вглядись в образ бога Тюра, который пожертвовал своей рукой, чтобы боги могли связать волка Фенрира. Это антропология необходимой жертвы ради порядка. Тюр знал, что потеряет руку. Он сознательно положил ее в пасть зверя. Это высшая форма фатализма. Ты не просто принимаешь удар, ты идешь ему навстречу, если этого требует твой долг или твой путь. В Кали-югу мы пытаемся проскочить без потерь. Мы хотим сохранить и руку, и мир. И в этой попытке усидеть на двух стульях мы теряем лицо. Покой викинга рождается из готовности платить цену. Когда ты заранее согласен на потерю, тебя невозможно шантажировать. Ты становишься свободным от страха лишений. Это и есть стальной шпиль нашей архитектуры. Покой, основанный на готовности потерять все материальное ради сохранения внутреннего центра. Тюр — это символ закона и справедливости, который стоит выше личного комфорта. Когда твой внутренний закон сильнее твоего инстинкта самосохранения, ты обретаешь тишину богов. В завершении этого блока мы должны осознать главное. Фатализм — это не конец воли, а ее начало. Только когда ты принял границы своей судьбы, ты можешь начать по-настоящему действовать внутри этих границ. Викинг не тратил время на вопрос, почему это случилось со мной. Он спрашивал, как я отвечу на этот вызов? Это переход от психологии жертвы к психологии воина. Твоя тревога — это бесплодный вопрос «почему?». Твой покой — это решительный ответ «как?». Мы строим наш храм на ледяном фундаменте принятия. И этот фундамент не даст трещину, потому что он уже знает о финальном огне Сурта. Мы идем дальше, в третий блок, где мы разберем тишину берсерка.
как найти центр в самом эпицентре ярости и как превратить стресс в источник сверхсилы. Слышишь, как норны перебирают нити? Звук их станка — это ритм твоего дыхания. Ты вплетен в узор, и этот узор прекрасен. Твой страх — это лишь узел на нити, который можно развязать пониманием. Мы продолжаем наше плавание. Впереди ярость битвы, из которой рождается тишина абсолютного присутствия. Твой драккар идет ровно, и звезды севера указывают путь тем, кто не боится своей судьбы. Мы входим в третий блок нашего северного похода, в зону тишины берсерка. Туда, где антропология воина встречается с предельной физиологией транса. Чтобы окончательно достроить нашу архитектуру покоя, мы должны понять, как викинги умудрялись сохранять ледяную ясность ума в самом эпицентре кровавого хаоса битвы. В современной психологии много говорят о состоянии потока, но берсерки, эти элитные воины Одина, практиковали поток на уровне выживания вида. Само слово «берсерк», «берсеркер», вероятно, означает «медвежья шкура», но в метафизическом смысле это человек, сбросивший кожу гражданского эго и выпустивший наружу первобытную силу Ода, божественного исступления. Для обывателя 2026 года берсерк — это символ неуправляемой ярости, но для атмосферной антропологии это символ предельного центрирования. Когда на тебя летят стрелы, когда воздух пропитан криками и лязгом стали, у тебя нет времени на раздумье. Либо ты растворяешься в страхе и погибаешь, либо ты сам становишься этой сталью и этим воздухом. Тишина берсерка — это не отсутствие шума. Это такая скорость реакции, при которой время для тебя замедляется до полной неподвижности. Твоя тревога в Кали-югу — это пробуксовка твоего ума, который пытается анализировать слишком много вводных данных. Берсерк же отключает анализ и переходит на чистое присутствие. Это и есть высшая форма тишины в действии, которую мы можем интегрировать в свою жизнь, чтобы справляться с любыми перегрузками, не теряя внутреннего ядра. Вглядись в механику этого транса. Перед битвой воины входили в состояние берсерксгангар, священного неистовства. Они грызли края своих щитов, выли как волки и впадали в дрожь. С точки зрения нейрофизиологии, это был сознательный сброс избыточного кортизола и адреналина через тело, чтобы в самой битве остаться холодными. Это важнейший урок для нас. Покой не означает подавление энергии. Покой означает ее правильную канализацию. Современный стресс убивает нас, потому что мы держим его внутри, улыбаясь в монитор, пока наши надпочечники сгорают. Викинг же выплескивал все наносное до начала дела, чтобы войти в круг событий пустым и чистым. Когда берсерк сбрасывал кольчугу и шел в бой в одной шкуре, он делал это не из безумия, а из высшего фатализма. Если Урт предрекла мне смерть сегодня, кольчуга не спасет. Если нет, она мне не нужна. Эта ментальная нагота даровала ему невероятную маневренность и легкость. Тишина — это твоя готовность встретить мир без защитных масок и ментальной брони. Когда тебе нечего защищать, в плане твоего раздутого образа «я», ты становишься по-настоящему опасным для своих проблем и абсолютно неуязвимым для чужих манипуляций. Антропология внутреннего зверя на севере учит нас интеграции тени. Викинг не пытался быть хорошим или правильным в ущерб своей силе. Он признавал в себе волка, медведя, ворона. Он знал, что в каждом человеке живет разрушительная мощь, и если ее игнорировать, она прорвется болезнью или предательством. Но если ее оседлать, как Один оседлал восьминогого коня Слейпнира, она станет твоим двигателем к вечности. Покой для викинга — это состояние, когда твой внутренний зверь накормлен и дисциплинирован волей. В 2026 году мы боимся своей агрессии. Мы подавляем свою витальность и в итоге получаем тихую депрессию.
Но в нашей архитектуре мы выделяем место для комнаты ярости. Ты должен уметь крушить препятствия. С тем же спокойствием, с каким ты созерцаешь закат. Тишина — это не слабость. Это сжатая пружина. Когда ты знаешь, что в тебе живет берсерк, тебе больше не нужно ничего доказывать окружающим. Твоя уверенность становится физически ощутимой. И люди вокруг начинают чувствовать этот холодный шлейф силы, который исходит от человека, принявшего свою тьму и подчинившего ее своей цели. Рассмотрим концепцию Нит, позора, который был для викинга страшнее смерти. Единственное, что могло нарушить покой северного человека, это потеря чести. В антропологии Севера честь, дренскапр, это не морализм, это соответствие своему предназначению. Если ты воин, ты должен воевать. Если ты скальд, ты должен петь истину. Тревога современного человека часто вызвана кризисом идентичности. Мы не знаем, кто мы, и пытаемся играть чужие роли, боясь осуждения толпы. Но викинг знал. Единственный судья — это норны и память соратников. Когда ты точно знаешь свою руну, свой личный код чести, общественное мнение перестает иметь над тобой власть. Ты обретаешь тишину человека-скалы. Тебя можно убить, но тебя нельзя унизить, если ты сам не предал свою внутреннюю истину. Это фундамент архитектуры, который делает тебя автономным от социальных ветров. Твой покой теперь — это твоя верность самому себе, доведенная до абсолюта. Это и есть сталь Севера, которая не гнется под давлением обстоятельств. Вглядись в образ бога Видара, безмолвного аса, который мстит за смерть Одина в Рагнарёк. Видар — бог тишины, но это тишина колоссальной силы. Его обувь сделана из обрезков кожи, которые люди выбрасывают, когда шьют обувь. Символ того, что истинная сила собирается из мелочей и повседневного терпения. Видар молчит, он не участвует в пирах и спорах. Он просто ждет своего часа, чтобы разорвать пасть волку Фенриру. Это антропология накопленной тишины. Мы в 2026 году слишком много говорим. Мы транслируем каждый свой шаг, распыляя энергию в пустоту соцсетей. Викинг же учит нас экономии духа. Молчание Видара — это не пустота, это концентрация. Когда ты перестаешь объяснять себя миру, когда ты перестаешь оправдываться и жаловаться, твоя внутренняя емкость начинает наполняться. И в момент кризиса, в твой личный Рагнарёк, эта накопленная тишина превращается в сокрушительный удар, который решает исход битвы. Твоя задача сегодня — начать шить сапог Видара, собирая свою тишину по крупицам, из каждого удержанного слова, из каждой невысказанной обиды, из каждого момента осознанного одиночества. В завершении этого блока мы должны осознать парадокс. Берсерк — это человек, который нашел самый глубокий покой, именно там, где его меньше всего ищут, в предельном напряжении сил. Это учит нас не ждать идеальных условий для медитации или отдыха. Твой ашрам — это твоя работа, твой конфликт, твой вызов. Если ты можешь быть тихим, когда вокруг рушится мир, значит, твоя тишина настоящая. Если же она исчезает при первом крике соседа, это была лишь иллюзия покоя. Северный фатализм — это закалка нашей архитектуры. Мы окунаем раскаленный металл нашей воли в ледяную воду принятия неизбежности. И в этом столкновении крайностей рождается клинок, способный рассечь саму судьбу. Мы идем дальше, в 4-й блок, к образу Драккара. Мы узнаем, как викинги приручали хаос океана, и как структура корабля становится моделью нашего пути сквозь время. Твой внутренний Драккар уже на воде, Ос. Весла бьют в такт твоему сердцу. И впереди горизонт, который принадлежит только тем, кто не боится шторма. Слышишь? Это шум волн за бортом. Но внутри корабля тишина дисциплины и воли. Мы продолжаем наш путь в самое сердце Севера. Мы переходим к 4-му витку нашего северного пути, в пространство, где дикая ярость берсерка
встречается с безупречной инженерной мыслью и железным порядком. Это антропология Драккара. Чтобы понять, как викинг удерживал состояние тишины на протяжении месяцев в открытом, враждебном океане, мы должны разобрать структуру их кораблей. Не как транспортных средств, а как метафизических убежищ. Драккар или дракон — это вершина технологической мысли того времени, воплощение гибкости и прочности. Его строили так, чтобы он не сопротивлялся волнам, а танцевал вместе с ними. Клинкерная обшивка позволяла корпусу изгибаться под ударами стихии, не давая трещин. В этом кроется важнейший урок для нашей архитектуры покоя в 2026 году. Твоя тишина не должна быть жесткой и хрупкой, как стекло. Если ты пытаешься выстроить внутри себя негибкую стену из запретов и догм, первый же серьезный жизненный кризис разобьет ее вдребезги. Тишина Севера — это тишина Драккара. Она эластична. Ты принимаешь удары судьбы. Ты позволяешь своему корпусу вибрировать от боли или напряжения. Но ты не теряешь целостности. Ты движешься сквозь хаос, используя его же энергию для того, чтобы оставаться на плаву. Это антропология динамического выживания, где покой — это не отсутствие качки, а умение сохранять курс в самом центре шторма. Вглядись в жизнь внутри этого узкого, открытого всем ветрам пространства. 50 или 100 человек заперты на нескольких десятках квадратных метров, посреди безбрежного ледяного ничто. Здесь нет личного пространства, нет комфорта, нет возможности сбежать. В таких условиях любой конфликт, любая вспышка неконтролируемой тревоги — это смертный приговор для всего экипажа. Поэтому жизнь на Драккаре была школой предельной самодисциплины и горизонтальной тишины. Каждый воин знал свое место у весла. Ритм гребли — это коллективная медитация, где твое индивидуальное «я» растворяется в общем движении. В эпоху Кали-юги мы страдаем от атомизации и чувства тотального одиночества. Мы пытаемся грести в разные стороны, и наш корабль крутится на месте, пока мы захлебываемся в панике. Викинг же учит нас концепции братства по веслу. Твой покой напрямую зависит от того, насколько ты синхронизирован с реальностью и окружающими людьми. Когда ты входишь в этот общий ритм, твоя личная тревога исчезает, потому что ты больше не один против океана. Ты часть единого, мощного организма. Тишина — это когда ты перестал бороться за лидерство внутри своей головы и просто начал выполнять свой замах веслом максимально безупречно. Это покой функциональности, который освобождает сознание от мусора рефлексии. Особое значение в антропологии Драккара имеет фигура головы дракона на носу корабля. Этот устрашающий символ был предназначен не только для того, чтобы пугать врагов, но и для того, чтобы усмирять Ландвиттир, духов места. Но когда корабль подходил к родным берегам, голову снимали, чтобы не пугать своих богов и духов-хранителей. Это тончайшая практика переключения режимов сознания. Викинг умел быть яростным хищником в открытом море и смиренным земледельцем дома. В 2026 году мы часто тащим голову дракона в свою постель, в свои отношения, в свои сны. Мы не умеем снимать маски воинов и конкурентов, возвращаясь в пространство тишины. Наша архитектура учит нас этой гигиене внимания. Твоя способность снимать голову дракона — это и есть ключ к восстановлению сил. Тишина — это умение вовремя разоружить свой ум, когда битва закончена. Если ты продолжаешь сражаться с тенями прошлого, когда ты уже в гавани, ты никогда не обретешь истинного центра. Мы учимся этой четкой границе между действием и покоем, между внешним вызовом и внутренней обителью. Корабль для викинга был также символом последнего перехода, известны погребения в ладьях, где воина отправляли в мир иной со всем необходимым для продолжения пути. В этой антропологии смерть — это просто смена судна.
еще одно плавание в туманный Настрант или сияющую Вальхаллу. Для нас это означает радикальное изменение отношения к потерям. Мы боимся утонуть в своих проблемах. Но викинг знал, что даже если его драккар пойдет ко дну, он встретит это с топором в руке и песней на устах. Это морской фатализм, который превращает любую катастрофу в приключение. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь — это корабль, который рано или поздно сгорит, ты перестаешь судорожно латать каждую мелкую царапину на борту и начинаешь наслаждаться самим процессом навигации. Покой — это доверие к океану бытия. Океан может быть жестоким, но он же несет тебя к цели. Если ты боишься воды, ты никогда не увидишь новых земель. Твоя тревога — это морская болезнь духа. Лечится она только одним — встань у руля, посмотри в лицо бездне и пойми, что ты и есть часть этой бездны. В этот момент страх сменяется азартом, а суета — величественным спокойствием первооткрывателя. Рассмотрим практику навигации по звездам и солнечному камню. В условиях тумана, когда ориентиры исчезали, викинги использовали легендарный кристалл — исландский шпат, который позволял видеть положение Солнца даже сквозь плотные тучи. Это антропология внутреннего компаса. В 2026 году мы живем в глобальном информационном тумане. Фейки, манипуляции, шум мнений. Мы не видим солнца истины. Твоя тишина — это твой солнечный камень. Это твоя интуиция и твои базовые ценности, которые позволяют тебе определять направление, когда все внешние маяки погасли. Чтобы этот камень работал, он должен быть чистым. Грязь эмоций и пыль чужих желаний делают его бесполезным. Мы очищаем свой внутренний кристалл через отказ от лишнего, через суровый северный минимализм. Когда у тебя остается только самое необходимое, ты начинаешь видеть солнце даже в самую темную полярную ночь. Это покой знания пути. Тебе не нужно видеть весь маршрут до конца. Тебе достаточно знать следующий градус поворота руля. Это и есть доверие к моменту, которое делает тебя непобедимым. В завершении этого блока мы должны осознать главное. Каждый из нас сейчас находится на своем драккаре. Твое тело — это киль, твоя воля — парус, твой ум — рулевое весло. Океан Кали-юги не станет тише, волны не уменьшатся, но ты можешь стать мастером-корабелом. Мы строим нашу архитектуру покоя как надежное судно, способное выдержать Рагнарёк. Мы не боимся течи, потому что мы умеем ее заделывать. Мы не боимся шторма, потому что мы сами дети шторма. Твоя тишина теперь имеет запах соли и дегтя. Она пахнет кожей и сталью. Это покой профессионала, который знает свое дело и свою судьбу. Мы идем дальше, в 5-й блок, к магии рун и шепоту Одина. Мы узнаем, как слово и знак могут структурировать хаос, и как через древние символы мы можем перепрограммировать свою внутреннюю атмосферу. Твой внутренний Один уже готов принести жертву, чтобы открыть тебе глаза на истинную суть вещей. Слышишь? Это ветер поет в снастях твоего драккара. Ты идешь верным курсом, Ос. Вальхалла — это не место, это способ идти по волнам. Мы продолжаем. Мы входим в 5-й блок нашего северного похода, в зону сакральной лингвистики и магического программирования реальности. Это антропология рун и шепота Одина. Чтобы окончательно закрепить фундамент нашей архитектуры покоя, мы должны понять, как викинги использовали графический символ и звук для того, чтобы буквально вырезать порядок из хаоса. В современной культуре руны часто воспринимаются как гадательные кости, но для северного человека это были резы, шрамы на теле бытия. Само слово «рун» означает «тайна» или «шепот». Овладеть рунами значит услышать шепот мироздания и научиться отвечать ему твердым, осознанным голосом. Представь себе Одина, величайший из асов, бог мудрости и войны. Он приносит в жертву самого себя, самому себе. 9 дней без еды и воды на дереве Игдрасиль, пронзенный собственным копьем.
Это предельная метафора интроспекции. Чтобы обрести тишину, которая дает власть над реальностью, ты должен добровольно пройти через распятие своего эго. Тишина Одина — это не безмолвие пустоты, это безмолвие предельной концентрации внимания, в котором из хаоса визуального шума вдруг проступают четкие угловатые линии смыслов. В 2026 году мы размыты, наши мысли текучи, наши цели аморфны, наши слова пусты. Руническая антропология учит нас кристаллизации. Каждый твой внутренний импульс должен иметь четкую геометрию. Если ты боишься, нарисуй границы своего страха. Если ты идешь к цели, вырежь ее в своем сознании так глубоко, чтобы никакая буря не смогла затереть этот след. Тишина — это когда в твоей голове больше нет каши из мнений, а есть лишь несколько четких, незыблемых рун, определяющих твое бытие. Вглядись в саму форму рун. В них нет ни одной горизонтальной линии, только вертикали и диагонали. Почему? Потому что руны вырезались на дереве. А горизонтальный разрез мог расколоть древесину вдоль волокон. Это техническое ограничение стало великим метафизическим уроком. Структура твоего покоя должна соответствовать материалу, из которого ты сделан. Мы — биологические существа. Мы — дети деревьев. Согласно мифу об Аске и Эмбле, пытаться навязать себе железную дисциплину или мертвую неподвижность значит расколоть себя. Твоя тишина должна учитывать волокна твоей психики, твои естественные ритмы и слабости. Рунический строй, футорг, — это последовательность состояний. От скота, богатства до солнца и гибели. Это признание того, что жизнь циклична и полна противоречий. Тревога в Кали-югу возникает из нашей попытки быть горизонтальными, стабильными, предсказуемыми, плоскими. Но Северный путь заставляет нас искать вертикаль. Руна Иса, руна льда, символизирует остановку, сжатие, кристаллизацию. Когда все вокруг рушится и течет, стань льдом, замри, уйди в глубину своего «я», где молекулы твоего сознания выстраиваются в безупречную решетку. Это состояние холодной тишины, которая не боится внешнего огня, потому что она знает свою внутреннюю структуру. Мы учимся применять Ису в моменты паники. Когда мир давит, ты не сопротивляешься давлениям, ты просто застываешь в своей истине, становясь прозрачным и нерушимым. Особое значение в этой антропологии имеет гальдр — заклинание пения рун. Викинги не просто писали знаки, они их озвучивали, наполняя символ вибрацией голоса. Это высшая форма акустической архитектуры. Твои мысли — это немые руны. Чтобы они обрели силу изменять твое состояние, ты должен придать им звук. Вспомни, как мы говорили о суфийском зикре. Здесь та же технология, но с другим характером. Если зикр — это поток, то гальдр — это удар молота. Когда ты произносишь свою внутреннюю истину четко, вслух или про себя, ты буквально вколачиваешь ее в реальность. Я — покой. Я — центр. Я — воля. Это не аффирмации из дешевых учебников успеха. Это акт магического перепрограммирования, где каждое слово подкреплено твоим готовностью умереть за него. В 2026 году мы страдаем от инфляции слова. Мы говорим миллионы слов, которые ничего не значат. Антропология Севера возвращает слову его вес. Тишина — это пространство между двумя весомыми словами. Если твое слово не может изменить твой пульс, не произноси его. Мы учимся говорить редко, но так, чтобы каждое слово становилось руной, структурирующей твое внутреннее пространство. Это и есть покой мастера, чей шепот громче крика толпы. Рассмотрим концепцию руны Альгиз, руны защиты и связи с высшими мирами. Ее форма напоминает рога лося,
или раскрытую ладонь. Это антропология антенны. Мы привыкли защищаться, закрываясь, сжимаясь в комок, выстраивая стены. Но Альгиз учит защите через расширение осознанности. Твоя тишина — это не бункер, это поле твоего присутствия. Когда ты спокоен, твоя интуиция, твой лосячий рог начинает улавливать вибрации опасности задолго до того, как они станут явными. Это покой сверхчувствительности. Викинг не был тупым воином, он был мистиком действия. Он чувствовал приближение шторма кожей, он читал полет воронов, он слышал шепот ветра в соснах. Тревога в Кали-югу — это шум в твоих антеннах, из-за того, что ты потерял связь с природой и собственным телом. Мы восстанавливаем эту связь через практику Альгиз. Ты раскрываешься миру, принимая все его сигналы, но не вовлекаясь в них. Ты — наблюдатель на вершине горы. Тебя невозможно застать врасплох, потому что ты и есть это пространство. Это тишина, которая не защищается. Потому что она включает в себя все. Вглядись в образ Одина как бога висельников. Он покровительствует тем, кто находится на краю, кто заглянул за черту. В антропологии Севера это называется переходом. Чтобы обрести руны мудрости, ты должен пережить опыт символической смерти. Мы в 2026 году боимся любого дискомфорта, любой потери контроля. Но именно в моменты, когда мы висим над бездной, когда рушится карьера, когда уходят близкие, когда старые смыслы выцветают, перед нами открываются руны. Покой викинга — это покой человека, который уже побывал в Хель, в мире мертвых, и вернулся обратно. Что может испугать того, кто видел корни Игдрасиля и слышал смех Норн? Твоя тревога — это страх потерять то, что тебе никогда не принадлежало. Руническая мудрость снимает с тебя эту иллюзию собственности. У тебя есть только твой опыт и твоя воля. Все остальное — лишь временные декорации. Когда ты принимаешь этот фатализм собственности, ты обретаешь такую легкость, от которой захватывает дух. Твоя архитектура покоя теперь имеет нулевой фундамент. Она опирается на саму пустоту, а потому ее невозможно разрушить землетрясением. В завершении этого витка мы должны осознать главное. Руны — это инструменты для вырезания тишины в шуме. Твоя повседневная жизнь — это кусок сырого дерева. Твои мысли — это резец. Ты можешь нарезать на этом дереве хаотичные каракули жалоб и страхов, а можешь вырезать безупречные знаки силы и спокойствия. Один не просто нашел руны, он их поднял, приложив сверхчеловеческое усилие. Твой покой — это тоже усилие. Это ежедневный труд по вырезанию смыслов в бессмыслице Кали-юги. Мы строим наш храм не из надежд, а из утверждений. Каждое твое «я есть» — это руна, вбитая в плоть мироздания. Мы идем дальше, в финальный 6-й блок, к последнему Рагнарёку внутри нас. Мы объединим все северные практики в единый триумф жизни. Мы узнаем, почему викинг смеялся в лицо смерти, и как этот смех становится золотым куполом нашей архитектуры покоя. Твой внутренний дракар входит в зону финальной битвы. Оз. Сталь готова, руны сияют на клинке, и впереди только вечность. Слышишь? Это рог Гьяллархорн зовет тебя не к гибели, а к окончательному пробуждению. Мы завершаем этот круг. Мы выходим на финальный рубеж нашего северного похода, к 6-му, самому высокому и опасному витку спирали, где антропология воина сливается с метафизикой абсолютного конца. Это Рагнарёк внутри тебя. Все, что ты построил, будет разрушено. Все, что ты любишь, погибнет, и даже твои боги падут. Страшно? А теперь осознай. Именно здесь, на этом пепелище иллюзий, рождается тот алмазный покой, который не под силу сокрушить ни одной Кали-юги. Сегодня я покажу технику викингов, как найти свободу в момент признания поражения.
Через 60 минут у тебя будет стальная уверенность, как доиграть свою партию безупречно. Но сначала история о богах, которые знали свой конец и пошли на него с улыбкой. Чтобы окончательно завершить строительство нашей архитектуры покоя, мы должны понять последнюю, самую горькую и самую освобождающую тайну викингов. Почему величайший триумф жизни возможен только в момент признания ее окончательного поражения? Рагнарёк — это не просто конец света в голливудском смысле, это гибель самого порядка. Это момент, когда чудовищный волк Фенрир разрывает свои цепи, когда мировой змей Йормунганд выходит из океана, а огненный великан Сурт сжигает миры своим мечом. Для современного человека 2026 года это звучит как сценарий глобальной депрессии. Мы воспитаны на культе хэппи-энда. Мы верим, что прогресс бесконечен, а наши усилия рано или поздно приведут к вечному раю. Но антропология Севера говорит нам: нет. Все, что ты построил, будет разрушено. Все, что ты любишь, погибнет. И даже твои боги падут. Страшно? Да. Но именно здесь, на этом пепелище иллюзий, рождается тот алмазный покой, который не под силу сокрушить ни одной Кали-юги. Когда ты перестаешь ждать спасения, ты наконец-то обретаешь свободу. Тишина викинга перед лицом Рагнарёка — это не тишина отчаяния. Это тишина игрока, который знает, что партия проиграна, но намерен доиграть ее так безупречно, чтобы сами звезды застыли в восхищении. Вглядись в поведение Одина в этот финальный час. Он не впадает в панику, не пытается договориться с судьбой, которую он сам же узнал от прорицательницы Вельвы. Он делает то единственное, что подобает асу. Он собирает своих павших воинов, эйнхериев, и ведет их на последнюю битву. Это антропология действия ради самого действия. В 2026 году мы все рабы результата. Мы не можем быть спокойны, если не уверены, что наш проект выстрелит, что наши инвестиции окупятся, что наши отношения продлятся вечно. Нас съедает тревога неопределенности. Викинг же жил в состоянии отрицательной уверенности. Он точно знал, что проиграет в конце, и это знание освобождало его от необходимости суетиться. Если результат — смерть и огонь, то единственное, что имеет значение, это то, как ты стоишь в строю сейчас. Это и есть высшая технология присутствия. Твоя тишина — это отказ от торга с будущим. Когда ты принимаешь свой личный Рагнарёк, свою конечность, свои неизбежные потери, как часть структуры реальности, ты обретаешь такую колоссальную плотность бытия, что время вокруг тебя начинает замедляться. Ты строишь свой храм не на века, а на этот миг. И именно поэтому он становится вечным. Рассмотрим концепцию смеха викинга. В сагах часто описывается, как герои шутят и смеются в момент самой мучительной смерти. Это не бравада и не безумие. Это антропологический жест предельного суверенитета духа над материей. Смех — это единственный способ заявить судьбе, что она не имеет над тобой власти. Ты можешь убить мое тело, ты можешь сжечь мой дом, ты можешь прервать мой род, но ты не можешь заставить меня бояться. Покой для викинга — это состояние, когда ты перерос свою судьбу. В Кали-югу мы относимся к своим проблемам со звериной серьезностью. Мы буквально вплавляемся в свой стресс. Северная мудрость учит нас дистанции. Твой внутренний Рагнарёк — это лишь смена декораций в великом театре Одина. Когда ты находишь в себе силы улыбнуться в лицо самому мрачному прогнозу, твоя тревога рассыпается в прах. Смех — это вибрация, которая разрушает архитектуру страха. Мы завершаем наше строительство этим золотым куполом. Тишина, которая умеет смеяться, это самая прочная броня, когда-либо созданная человеком. Антропология нового мира после Рагнарёка говорит нам, что из пепла и воды возникнет новая земля, и двое выживших людей, Лив и Лифтрасир, начнут все сначала. Это урок бесконечной витальности. Покой — это знание о том, что жизнь как принцип неистребима. Твое маленькое «я» может погибнуть, твоя цивилизация может рухнуть, но дух, который дышит в тебе, найдет себе новые формы.
Это снимает с тебя бремя Спасителя мира. Тебе не нужно удерживать небо на своих плечах. Оно упадет, и это нормально. Твоя задача — быть ливом или лив-трассиром внутри своего хаоса, сохранить искру человеческого достоинства и тишины для следующего цикла. В 2026 году на пороге технологической сингулярности и социальных разломов. Это единственный способ сохранить рассудок. Мы строим свою тишину как семя, которое способно перезимовать в самой долгой зиме Фимбульвинтер. Твой покой теперь — это твоя способность быть носителем жизни. В мире, который охвачен энтропией. Вглядись в финальный синтез всей нашей недели. Мы прошли через Римский форум, через дадзё самураев, через ведические храмы Индии, через лаборатории герметиков и ложи масонов, через вихри суфийского кружения и, наконец, через ледяные фьорды севера. Каждая цивилизация дала нам свой инструмент. Стоики — логику, самураи — волю, веды — глубину, герметики — ясность, масоны — структуру, суфии — экстаз, а викинги — бесстрашие фатализма. Теперь в этой финальной точке все эти инструменты сливаются в одно целое — в твою атмосферную антропологию. Твой внутренний храм готов. У него есть твердый фундамент принятия, мощная колонна дисциплины, алтарь осознанности и купол смелого фатализма. Ты больше не жертва Кали-юги. Ты архитектор своей внутренней тишины. Ты научился строить покой не из чего-то, а вопреки всему. В завершении этого монументального цикла мы должны признать: тишина — это не дар, это труд. Это труд, который никогда не заканчивается, потому что сама жизнь — это непрерывное движение. Но теперь у тебя есть чертежи. Ты знаешь, как настраивать свою внутреннюю конью или свою внутреннюю вальхаллу, в зависимости от того, какой ветер дует за окном. Твоя тревога стала твоим учителем, а твой страх — твоим топливом. Ты научился превращать свинец повседневности в золото присутствия. Теперь, когда музыка затихает и огни Рагнарёка гаснут, просто побудь в этой пустоте. Почувствуй, как твой драккар мягко касается берега вечности. Ты дома, Ос, не потому, что ты куда-то пришел, а потому, что ты перестал бежать от самого себя. Слышишь? Это тишина. Но это уже не та пустая, пугающая тишина начала пути. Это гулкая, насыщенная смыслами, мудрая тишина мастера. Она пахнет ладаном, сталью, морем и старой бумагой. Она живая. Она — это ты. Наша первая неделя психологии древних цивилизаций завершена. Твой труд одобрен богами, предками и самим временем. Спи в центре своего вихря, воин духа. Завтра начнется новый цикл, новые смыслы и новый горизонт. Но этот фундамент, который мы заложили за эти 7 видеофильмов, останется с тобой навсегда. Ты — свидетель. Ты — творец. Ты — покой. Рагнарёк пройден. Жизнь продолжается.